Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Saving a Life. Люди, посвятившие свою жизнь животным, говорят о том, что дикие звери способны общаться и выражать свои чувства без слов. Охотники и лесники могут рассказать много историй, связанных с животными, которые ярко иллюстрируют их необычные способности. Эта история произошла в Нижегородской области. В довольно крупном селе начал пропадать домашний скот, почти каждый день чья-то овца или теленок не возвращались с выпаса. Среди местных было много охотников, и поэтому было принято решение устроить облаву на волков. Практически всех животных истребили, кроме маленьких волчат, их просто оставили в норах. В дикой природе любой детеныш, оставшийся без матери, обречен на смерть. Один из охотников рассказал жене, как прошла охота. Упомянув о волчатах, сердобольная хозяйка убедила мужа принести волчат, и мужчина ушел за ними. Остальные просто пропали. Он взял серого малыша и принес домой, где уже жила большая охотничья собака по кличке Нора. Она недавно стала многодетной матерью и с удовольствием приняла малыша. Волчонок рос вместе с щенятами, копируя их поведение, но время шло, и волчья порода стала проступать сквозь облик нескладного щенка. Серый вырос в огромного мускулистого зверя. Волк никогда не питался домашним скотом, ведь его прекрасно кормили дома. Но однажды Серый сбежал и больше не вернулся. Спустя пару лет пропажи скота возобновились, народ винил в этом волка, выращенного семьей. Так продолжаться было не могло, и охотники вновь отправились на охоту. Мужчина тоже приготовился к схватке, у него не было выбора, он решил самостоятельно найти своего бывшего питомца и решить эти проблемы. Весь день человек и собака провели в лесу, уже под вечер Нора стала беспокоиться и нервно озираться. Мужчина почуял неладное и достал оружие. Он сделал это вовремя, и их окружила серая стая. Силы были неравные, зверей оказалось слишком много, человек приготовился к схватке, но выйти из нее победителем он не рассчитывал. Неожиданно за спиной послышалось тихое, но свирепое рычание. Мужчина оглянулся и увидел своего волка. Он скалился в сторону вожака, всем своим видом показывая готовность к бою. Рядом с ним стояла молодая волчица и трое волчат. Мужчина понял, что у него появился шанс, и воспрял духом. Собака тоже ощутила поддержку и зарычала вместе с ним. Волки из стаи были немного растеряны. Этой секунды их нерешительности хватило для того, чтобы сделать выстрел. Охотник разрядил ружье в вожака. Волчица переборола свой страх перед человеком и ринулась в схватку вслед за своим самцом, и Нора не отставала от них. Теперь их было четверо, и моральный перевес был на их стороне, и жертвы человек превратился в преследователя. Волки позорно бежали. Собака была рада вновь повидаться со своим приемным сыном, а человек осознал, что Серый был не виноват в пропаже скота. Волк приблизился к ним и проявил свою радость. Он заглянул в глаза своему бывшему хозяину, немного постоял и скрылся в лесу. Там его ждала настоящая семья. После случившегося стая волков ушла из того села, и скот перестал пропадать. Серый больше не приближался к людям, но его вой до сих пор слышат местные жители. Так свирепый хищник стал талисманом для людей. Он вырастил собственную стаю, но звери никогда не нападали на домашних животных. В самые тяжелые зимы мужики выносят мясо в лес, чтобы выразить благодарность и подкормить животных. Так в этом селе был заключен мир между волком и человеком. Берегите животных и никогда не оставляйте. А если понравился рассказ, ставь лайк, то есть большой палец вверх, подписывайся на канал. Я буду искренне рад тебя видеть снова. Заходи, а также пишите комментарии, что думаете насчет данной истории.